Привет! Сегодня у нас необычный автомобиль. Это кастомный проект на базе Mazda RX-8 с двигателем 1JZ GTE. Вот он. Как вы видите, сегодня не совсем обычный автомобиль, поэтому подписка на канал обязательно, ставьте лайк, а мы погнали. Это выставочный английский автомобиль, который собирался в околозаводских условиях. Здесь нет абсолютно никакого колхоза, что присуще гаражным свапам. Здесь все сделано идеально. Тот же самый двигатель срощен с коробкой непосредственно изготовлением кастомного колокола, который позволяет соединить коробку с двигателем. Обычно сваперы делают переходную плиту, к которой прикручивается двигатель и коробка соответственно. Здесь сделано все идеально. Значит, что мы имеем? Это база автомобиля Mazda RX-8 с двигателем 1JZ GTE на механической шестиступенчатой коробке Asin с 6-лепестковым керамическим сцеплением и маховиком, огромным маховиком от Nissan 350Z. Все это на тувеевском редукторе. Но я думаю, вы понимаете, какие эмоции дарит этот автомобиль и, в принципе, для чего он был создан. Вокруг таких проектов очень много ходит легенд о практичности и целесообразности вообще строения данных автомобилей. Этот кузов у Mazda получился очень красивый. Но и предыдущая модель, которая называется RX-7, она, в принципе, тоже не уступает. А в некоторых местах, моментах, мне кажется, даже она и лучше. Что касается рулевого управления. Здесь оно полностью завязано на электронной рейке. Рулится автомобиль шикарно. И такое ощущение, что чем быстрее ты едешь, тем устойчивее она на дороге. Отклик руля просто сумасшедший. По трассе едешь как по рельсам, в прямом смысле этого слова. При сборке здесь продумано абсолютно все, даже в плане развесовки. Мы все знаем то, что JZ немножко тяжелее обычного роторного двигателя, поэтому из подкапотного пространства убрано все лишнее, включая аккумулятор и бачок омывания стекла. Все это переехало удачно в багажник. Также топливный бак здесь размещен за спинкой заднего пассажирского кресла, строго посередине над задней осью. Но по большому счету данный автомобиль строился как дрифт-проект, поэтому недостатка с перевесом передней оси здесь в принципе быть не может. Мы все прекрасно знаем, что в дрифте, наоборот, загрузка оси – это очень важный параметр. И чем он выше, тем меньше вероятность поймать какой-нибудь андерстир в повороте. Что касается общей комплектации по двигателю, по системе охлаждения, по впуску, здесь установлен большой алюминиевый радиатор Tomei, интеркулер Apex, Blow Blitz и так далее. Можно перечислять долго. Также имеется несколько топливных карт. Это стартовые, стритовые под управлением топливного контроллера Apex. Называется S-AFC, в простонародье цавка. Его функция – это изменение топливно-воздушной смеси. Из ништяков в салоне мы видим тот же самый топливный контроллер, датчики X-Tune, крутой руль MOMA, селектор переключения передач Razzo, контроллер турбины Fujisaba. Очень крутой звук выхлопа. Здесь стоит полностью прямоточная система HKS с двумя огромными бочками сзади, которые очень круто спрятаны под бампер.
И они работают как своеобразная система пламегашения, чтобы не было огненных прострелов сзади при тех же самых переключениях передач. На тачке стоят 18-е колеса Vertec на 245 резине. Но даже этой ширины колеса не хватает для должного зацепа. Первая, вторая, третья передачи у нас просто в буксе. Поэтому, кого интересует разгон до сотки данного автомобиля, эти данные никак не смогу вам предоставить, никак не смогу засечь. Потому что при обильной акселерации, я еще раз повторюсь, первая, вторая и третья передача, они просто все уходят в букс. Но ездить спокойно на этой тачке, конечно, не получается. Я много раз пытался, но все равно любые повороты, кривуны бросают тебе вызов, и ты в любом случае начинаешь наваливать. Но в этом всем, конечно, есть и негативные моменты, потому что очень много людей думают, что ты просто сумасшедший, раз ездишь на такой тачке. Для многих молниеносное ускорение является чем-то таким сверхъестественным. И не важно, что ты потом едешь те же самые 40 км в час, но в любом случае ты тащишь за собой огромный локомотив негатива, потому что все провожают тебя абсолютно недобрым взглядом. Музыка здесь есть, установлено головное устройство Pioneer. Довольно-таки грамотная инсталляция. В багажнике размещен сабвуфер, музыка играет достойно, но эта опция абсолютно лишняя в данном автомобиле, потому что из-за того же самого выхлопа музыку слушать просто неинтересно. Да и накручивать приходится очень громко, потому что тихо ее просто не слышно. Выхлоп перебивает абсолютно все. Эта опция здесь лишняя. Как уже заметили, здесь нет родного управления климатом. Здесь установлена американская система метро, которая полностью заменяет контроллеры управления. На удивление, очень удобные сиденья. Боковой поддержки здесь хватает вполне. Нет необходимости устанавливать какие-то там спортивные ковши. Этих сидений достаточно. Mazda молодец, постарались. И очень большой плюс то, что сиденья также имеются и сзади. Это полноценный четырехместный автомобиль, то есть вы можете разместить там спокойно людей. Конечно, возить вы там все равно никого не будете, но так сумку с вещами бросить порой бывает просто необходимо. Но, по крайней мере, мне этого крайне не хватало, когда у меня был Nissan 350Z. Там их вообще не было. Что касается тормозной системы, здесь стоят родные маздовские суппорта от 250-сильной Мазды. Их, в принципе, хватает. Особое внимание надо уделять только колодкам. Здесь установлены G-Brake Organic Formula. Они очень хорошо тормозят и, самое главное, не мылятся. То есть даже когда вы с большого ускорения оттормаживаетесь, нагревается безумно суппорт и колодки, диск, но тормоза все равно не мылятся. Они точно так же продолжают тормозить. Это очень круто. Что можно сказать по затратам, владея таким автомобилем? К расходникам относим колеса. Покрышки улетают примерно за 2 дня. 2 колеса задних за 2 дня – это легко от них избавиться. Естественно, на таком автомобиле вы не будете передвигаться спокойно, поэтому резина у нас является расходником. Ну, конечно, если просто тупо выехать, поотжигать, то, естественно, вы ее можете закончить и за час. Очень популярный вопрос – расход топлива данного автомобиля. Но я не думаю, что он настолько актуален, потому что на данном автомобиле расход топлива – это данные такие второстепенные. Но, тем не менее, баков 40 литров, которые установлены в данном автомобиле, хватает где-то примерно километров на 100. Это средней агрессивной езды. Ну и, как я уже сказал, без внимания на такой тачке вы не останетесь. Если стало скучно, можно кому-нибудь подъехать и тупо познакомиться. Ну все, ребят, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Поставьте лайк, напишите комментарий. Увидимся в следующем тест-драйве. Пока. Я не знакомлюсь. А ты куда идешь? Сама не знаю.
Ну, садись нам по пути. Shit about us. I just got like nothing to discuss. Only told me once and that's enough. We about to put it in the dust. Gotta say, in this industry,